Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Неожиданности и сюрпризы августа. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. И у нас сегодня две колоды. Цыганский пасьянс и колода Таро. И если пасьянс больше показывает о событиях, как они могут развиваться, то карты Таро – ваше восприятие. Конечно, будем реалистами, могут ничего не показать, ни одна, ни вторая колоды. И я, кстати, вас хочу пригласить на свой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео. Есть там у меня гороскопы как и на август, планетарные, так и до конца 2024 года есть статья психологии. Переходите. Вы можете попасть на главную страницу сайта через astroespirazione.com. Если введете в поисковик. И с главной страницы там через меню можете выбрать то, что вам нравится. Или уже и на самой странице тоже есть ссылки. Мы идем вперед. И я смотреть буду за выпадающими значениями, совпадающими, точнее, значениями. Вы тоже, пожалуйста, контролируйте, если я что-то пропущу. Вы мне напишите. И мы это обсудим. Итак. Неожиданности и сюрпризы для знака Дева на август. Что же за неожиданности и сюрпризы? Не вижу пока совпадений. Вот интересно, уже сколько карт мы с вами достали. Будьте внимательны. Маска. Кто-то в отношении вас так вот может действовать, одевая маску. И когда эта карта выпадает, можно сказать, это как совет, и вам придется где-то действовать точно так же. Быть проницательным и абсолютно непроницаемым. Здесь как будто кто-то ожидает, наблюдает за вами, мои дорогие девы. Ну, правда, что выпало, то выпало. Как раз вот дерево, листья – это и ожидание, как бы само по себе. Может быть, у кого-то период, когда вы просто в отпуске, тогда ничего, в принципе, такого значимого может и не происходить. Выпадает лебедь, и это карта верности, или значение верности и любви. Но у вас выпадает еще и ангел, поэтому есть тот человек, который вам готов помогать. Вы словно под поддержкой, патронажем ангела. И я не вижу других совпадений. Окей, тогда давайте мы посмотрим на картах Таро. Неожиданности и сюрпризы. Вот интересно. Ожидание, маска, лебедь и ангел. Как 50 на 50, да? Вот смотрите, интересно, ведь ожидание и, если мы говорим, какой-то скрытый враг. И тут же у нас все же есть любовь, верность и ангел. Вот какие-то две полярные силы. Хотя чего удивляться, в нашей жизни так и бывает. Есть то, что мы называем добро, есть то, что мы называем зло. Есть люди, которые нас любят, к нам искренне относятся, а есть те, которые нам завидуют. Ну, тут мы это вряд ли избежим. Хорошо, давайте тогда мы посмотрим на картах Таро неожиданности. Какие неожиданности, с чем это может быть у вас связано? Тут какие-то предложения. Кстати, вам могут предложить какую-то должность именно вам, а не кому-то.
Или у вас получается что-то осуществить, а не у кого-то, а у кого-то это как раз наоборот зависть вызывает. У кого-то неожиданности через ваших детей. Ну, может быть, ваш ребенок решил куда-то поступать, учиться, или какое-то решение. Но часто Паш Пентаклей – это начало чего-то нового. Давайте мы в неожиданностях, вот что-то такое может быть. Может быть, вы начинаете в новой должности или нет. Тут, скорее всего, король Пентаклей, ваша карта – это профессионал. Это пусть консерватор, но того, кого не застанешь врасплох. Или если даже пытаться, у него все равно. Он все увидит, все, ну, где-то и, может быть, и прочувствует. Или правильно проанализирует обстановку, найдет недостающую информацию. И так или иначе, где-то, может быть, вам придется корректировать ваши планы в неожиданностях. Вот эти две карты я вижу так. Почему? Еще одна карта Паш Кубков. У кого-то это может быть связано действительно. Вы вынуждены корректировать планы. Первое. Какие-то вопросы с вашими детьми. Второе. Какие-то вопросы вашей личной жизни. Или какие-то еще предложения или варианты, которые либо будут вам предложены, либо вы сами увидите. Или какая-то тема вас может заинтересовать просто потому, что прежде, допустим, вам было это интересно, но вы все никак не решались начать, а здесь вы начнете. Давайте тогда мы немножко продолжим, и что дальше с этими неожиданностями. Но будьте готовы, пятерка мечей – это всегда пирова победа. Правда, может быть, кто-то вас отговаривает с учетом и пятерки, и как раз вот этой маски, которая выпала. Или говорят, да нет, ты подожди, да ты этим не занимайся, да ничего у тебя не получится. Могут отговаривать. И карта ведь говорит, ты сохраняй свои позиции, свои принципы и не слушай никого. Но и дистанцию конфликта тоже не увеличивай. Где-то быть великим дипломатом придется. Каковы же дальше эти неожиданности? Это, вы знаете, даже какие-то новые начинания или перемены. Или у кого-то перемены через детей. У них что-то меняется, может быть, взрослых детей. И где-то меняется ваша жизнь. Может быть, вы переедете куда-то. Или для кого-то из вас будет смена работы, смена должности. По аркану мир, это старший аркан, нам говорят, нет ничего невозможного. Могут быть вопросы, причем удачные к решению, где-то через ваши амбиции, через вашу популярность, через, ну, где-то получение более высоких должностей. И вот когда вы идете вверх по ступеням иерархии, для кого-то из вас еще какие-то важные достижения или больше заработать денег. Очень много разной энергетики, хорошо, и каковы же, и что дальше, да, хотя это завершающий аркан. Вот правда, вам тут как-то на своей волне надо быть. И чтобы вам никто не повредил. Посмотрите, как здорово. Аркан мир – это мир, покой, гармония в душе. И даже если вокруг хоть все что угодно, как какие-то турбулентности, какие-то перемены сами по себе в событиях извне, а вы сумеете удержать то, что для вас будет очень важно. Самое главное, то, что вас будет радовать. Ведь карта мир – это какой-то внутренний наш баланс, когда мы умеем радоваться каждому дню. И карта Солнца говорит где-то о том, что это карта как выбора правильного направления на полгода. И поэтому, мои дорогие, до конца 2024 года где-то те вопросы, которые активизируются или, может быть, вдруг появляются у вас в августе, вам нужно что-то продолжать или с чем-то разобраться. Потому что это будет влиять не только до конца года, а последующий период будет как раз складываться из того, что вы осуществите до конца 2024. Пусть эта карта считается радости, успеха, победы, карта счастья, солнца, осуществления наших желаний, ну, как минимум одного, но это еще и выбора правильного направления. Вот у вас какое-то очень правильное направление вы должны выбрать. Причем так, чтобы обойти острые углы, если мы говорим первая победа, и с нами могут не соглашаться. Сохранять себя, вот об этом нам говорит карта.
и те планы, которые вы хотите осуществить. А может быть, найти какие-то методы, как вы правильно взаимодействуете, как и с миром. Как, и, может быть, все так сужается и в стенах вашей организации или вашей работы, в вашей семье, в вашей личной жизни. Но здесь действительно получить что-то доброе, хорошее. И повторюсь, ведь это именно наши достижения. Это не то, что нам вот как манна с неба, нет. Это благодаря вашим приложенным усилиям. Какой-то проект получит, может быть, признание. Или то ваше творчество, ваша работа вас признают, допустим, как эксперта. И это будет свидетельствовать о том, что новые возможности. Или у кого-то переезд, даже если мы говорим по личной жизни, может быть, да, и даже через детей где-то, когда вас куда-то могут, ну вот банально сказать, давай переезжай. У каждого же своя ситуация. Хорошо, давайте достанем сюрпризы. Это мы неожиданности. Мне нечего добавить, поэтому я уже не достаю больше карт, правда. Карта мир. Карта, вот посмотрите, неоднозначно, да. Есть такой момент. Есть и пятерка мечей, есть и первая победа, есть... Наверное, без минусов наша жизнь не бывает, увы, чтобы мы не расслаблялись. Но карта мир, карта солнца и карта победителя. О чем нам говорят? Вот когда у тебя получается что-то осуществить, ты не можешь расслабиться. Ты должен держать это на контроле. Руку на пульсе. Внимательно смотреть, кто тебя окружает, что люди говорят. Анализировать обстановку, которая вокруг вас. Иными словами, удерживать победу. Правда, может быть, не совсем обычным образом, способом. Приходят какие-то бонусы для вас в августе, мои дорогие девы. Но у вас получится что-то так хорошо осуществить, когда вы скажете себе спасибо на последующий период до конца 2024 года. Есть как минимум одна какая-то задача, которую вы решите. Здесь просто у каждого своя сфера жизни. Все зависит от того, что у вас на кону стоит, чем вы сейчас более заняты. Но прогресс определенно есть. И продолжение тоже следует. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Помните, у вас выпало значение лебедя. Это верность и это любовь. И для тех, кто один или одна, недвусмысленно карта говорит, ты не должен быть в гордом одиночестве или не должна.